Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 10 января и киевское время 17 часов. Вкратце скажу, что обстановка за прошедшие сутки ухудшилась. Ухудшилась и по Бахмуту, и по Солидару. Особенно по Солидару ситуация приближается к критической. Но тем не менее мы продолжаем отстражаться, мы продолжаем отстаивать этот город. Более подробно в нашей сегодняшней сводке. Итак, российские захватчики продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Российские силы не прекращают удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам по всей Украине, нарушая тем самым нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных ударов и 31 авиационный удар, а также нанес 63 огневых удара реактивными системами залпового огня. В том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск, Донецкая область и Очаков в Николаевской области. Есть жертвы среди гражданского населения. Кстати, сразу скажу, что по Очакову есть разъяснение Генерального штаба, что там рвануло. Вчера в результате ракетного удара со стороны Российской Федерации взрыв был такой силы, что слышно было его отголоски аж в городе Николаеве. Разъясняю, там в Очакове со времен Второй мировой войны хранились морские бомбы. И в какой-то момент было принято решение, эти бомбы, они опасны были к перемещению. Их принято решение было залить бетоном. Там сделали такой своеобразный могильник. И очень толстым слоем бетона залили хранилище с этими морскими бомбами. Российская Федерация, видимо, они знали, потому что это хранилище еще со времен, еще раз повторюсь, Второй мировой войны. Оно там существовало всегда. И они решили его подорвать. В результате ракетного удара, скорее всего, есть предположение даже, что ракетный удар осуществлялся с помощью ракетного комплекса «Кинжал». Почему? Потому что ракета довольно мощная в плане бетонопробиваемости. И они пробили. Несколько ракет угодило, говорится, что о 2 ракетах, которые угодили в это хранилище, они пробили толстый слой бетона, естественно, бомбы под этим бетоном сдетонировали. Вот откуда такой мощный взрыв в Очакове, который слышали даже в городе Николаеве. А мы идем дальше. Угроза авиационных ракетных ударов противника по критической инфраструктуре остается высокой по всей Украине. Противник ведет наступательные действия по направлениях Бахмута, Авдеевки и Лимана. Пытается улучшить тактическое положение на Купинском направлении, оно же Сватовское. Российские захватчики концентрируют усилия на захвате Донецкой области, но успеха не добиваются. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины отбили атаки в окрестностях Белогоровки, Червонопоповки, Кузьмине Луганской области, Солидара, Белогоровки, Подгородне, Бахмут, Клещиевка, Водяна, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области. То есть вот эта вот дуга Луганская, переходящая в Донецкую область, она является и продолжает оставаться на сегодняшний день наиболее горячей точкой на всей линии фронта. Северское и Слобожанское направление. Враг обстрелял позиции наших войск и гражданские объекты в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Сватовское направление. В районе Площанки враг подтягивает силы для усиления наступательных действий. Кстати, здесь я уже неоднократно говорил, что вот на линии Сватово-Кременная
Мы имеем успех, постепенно, очень медленно, но тем не менее мы продвигаемся в направлении Сватово и в направлении Кременной. Очень сильно поддавливаем российские войска, и они вынуждены, неся потери, они вынуждены отходить. Ну, например, в районе Кременной, по данным Луганской областной военной администрации, противник теряет в сутки, за одну ночь теряет 6-7 танков. Только в районе Кременной. То есть вот такие успехи у наших войск, и мы потихоньку продвигаемся вперед. Так вот, чтобы сбить темп нашего наступления, я вам об этом говорил неоднократно, Россия опять подтягивает туда резервы и опять старается подтянуть наиболее боеспособные части. Но эти части уже наполовину укомплектованы мобилизованными. То есть идет отбор, идет комплектация, и они подтягивают туда десантные войска регулярной армии, пытаясь десантными войсками спасти ситуацию, и ведут наступательные действия. Именно наступательные. То есть там идет встречный бой, там идут встречные атаки с обоих сторон. Единственное, что мы не ходим в лобовые атаки, как это делают они, мы используем тактику мобильного наступления штурмовыми группами. Они идут на нас в лобовые атаки, пытаясь остановить наше продвижение вперед. При этом несут потери, и мы упорно продвигаемся вперед. Далее Лиман. Лиманское направление. Здесь та же самая ситуация. Встречные. В основном ведется встречный бой. На Лиманском направлении противник обстрелял районы 22 населенных пунктов на всю глубину досягаемости своей артиллерии. Они все пытаются поймать наши резервы и постараться нанести нам какой-то ущерб. Но безуспешно. Ну и подходим мы к самому горячему. Это Бахмут. Бахмутское направление. Там очень сложная ситуация по всему участку. Враг переместил основные усилия на штурм Клещиевки с юга от Бахмута. Они решили не штурмовать сам город. Там в городе продолжаются попытки штурма. Но основные усилия они перемещают с юга от Бахмута и с севера от Бахмута. То есть между Солидаром и Бахмутом они пытаются прорвать нашу оборону, и севернее Солидара и южнее Бахмута. То есть они пытаются взять эти два города в окружение. Поэтому основные усилия на Клещиевку, это южнее Бахмута. Подгородная практически полностью на сегодняшний день под контролем российских войск, к сожалению. И они там пытаются закрепиться в населенном пункте Подгородная. Вот. Ну а в самом городе Бахмут идут бои. За прошедшие сутки враг успеха не имел. Мы отражаем все атаки. Кстати, Бахмут теперь штурмует, и вокруг него в основном воюют десантные войска Российской Федерации. Они туда бросили я так понимаю, что все, что десантное было в России, они все собрали именно на этих двух направлениях. Точнее, частично на Кременную, Сватово бросили десант, и все, что осталось, помогает наемникам частным, помогает штурмовать Бахмут и Солидар. Солидар. Вот здесь ситуация тяжелая, я бы даже сказал, близкая к критической. Город в полукольце, это правда на сегодняшний день, но город контролируется силами обороны Украины. Мы продолжаем удерживать центр города и прилегающие к нему районы. И да, противник зашел довольно глубоко с южнее и севернее Солидара. Враг привлек к штурму города и регулярные армейские части. То есть мало того, что они уже зэки и уже идут, там тактика такая, сейчас расскажу. Зэки идут в качестве живого щита, как прикрытие. За зэками они перебросили туда резервы ЧВК Вагнера, то есть тех настоящих наемников, хорошо тренированных и хорошо обученных. Такой резерв у них был на территории Российской Федерации. Об этом, кстати, еще летом говорили, что часть бойцов Пригожин держит в резерве. И тогда предполагалось, что эти бойцы могут быть задействованы в случае каких-то смутных действий в самой Москве, в России, что касалось бы, допустим, главных политических фигур России. То есть
попыток переворота, государственного переворота в Российской Федерации. Так вот, эти хорошо обученные боевики сегодня уже под Солидаром. И их, кроме вот этих наемников, профессионалов, их поддерживают сейчас, видимо, Суровикин решил помочь, и их поддерживают десантные войска Российской Федерации. То есть на Солидаре сегодня сосредоточено, ну, я бы, наверное, сказал, пик профессионализма наемников и регулярных частей армии Российской Федерации, ну и, соответственно, их пик возможностей. Зэки используются в качестве, еще раз повторюсь, и мобилизованные в том числе используются в качестве живого щита. Их просто гонят в первых рядах атакующих перед штурмовыми группами наемников и десантников. Вот такая вот ситуация складывается. Причем, когда живой щит исчезает, то есть мы его ликвидируем, они выводят вперед следующую волну именно такого живого щита. Потери там просто сумасшедшие. Уже не исчисляется ни одной сотни человек буквально за последние дни. Может, уже даже тысячами. Но тем не менее Россия, российское военно-политическое руководство решило, что любой ценой взять. Я сравнивал, высказал точнее предположение, что российская пропаганда может раскрутить взятие Солидара, если, не дай бог, конечно, с взятием Берлина, то я бы сказал так, что битва за Солидар сегодня очень напоминает штурм Зиеловских высот в районе Берлина, который организовал Жуков и положил там порядка 200 тысяч советских солдат. Но они просто своими телами закидали немецкие войска. Я думаю, что у нас есть шанс отстоять Солидар. Сейчас туда прибыло уже представители Генерального штаба, и на месте туда подходят наши резервы, и на месте уже ситуация начинает регулироваться уже прямым непосредственным управлением высших военных начальников. Далее, вот такая вот ситуация. Авдеевка. Причем российская сторона тоже продолжает подтягивать туда резервы, как мобилизованных, так десантников, так и другие регулярные части. Артиллерия туда стянута очень много российской. И, кстати, артиллерия, по данным наших военных, 4-е сутки российская артиллерия ведет непрекращающийся сплошной огневой налет по нашим позициям. Авдеевка. Штурм Невельского для противника закончился потерями в живой силе и 1 единицы техники. Не удивляйтесь, это такая тактика, тоже вспоминайте, я вам об этом говорил, что они на один взвод из 30 человек, вот волна идет, 30 человек, атакующая группа, они могут дать 1 единицу бронетехники. Это может быть БМП или танк, обычно БМП, для усиления атаки, чтобы поддержать огнем наступающих войска. Но это не в каждую волну. Это может быть там 1 раз в сутки они могут отдать 1 танк. У них очень большая проблема здесь с бронетехникой. Поэтому они в основном здесь гонят личный состав. И 1 единица техники — это довольно существенное достижение со стороны наших войск в плане ее уничтожения. В Марьинке и в Авдеевке ситуация по линии боевого соприкосновения без изменений. Там идут ожесточенные бои на тех позициях, на которых это было вчера и позавчера. Новопавловское направление. Здесь позиционные бои, обмен огневыми ударами, и мы продолжаем уничтожать по возможности резервы и запасы материальных средств российских войск. Запорожское направление. То же самое, позиционные бои, обмен огневыми ударами. Противник на запорожском направлении вдоль всей линии боевого соприкосновения обстрелял порядка 21 населенного пункта на нашей территории. Херсон.
Херсонское направление. В результате обстрела вражеской артиллерии пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевки, Антоновка, Золотая Балка и город Херсон. Вот такая вот ситуация сложилась по оперативным направлениям на всей линии фронта. Далее, оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Горловке Донецкой области 6 января текущего года в ходе очередного рейда мобилизовано около 30 человек. Из них 4 имеют разные степени инвалидности. Ну, их все равно забрали. Я, кстати, очень удивлен, когда я прочитал эту новость, потому что они полгода вычищали там. Это те территории, которые были оккупированы с 2014 года. Там, где они пораздавали российские паспорта. И, соответственно, они теперь считают этих граждан россиянами. И соответственно, они их отлавливают. Там идет отлов. Там идут облавы. Ездит машина от военкомата. Обычно это автобус. В нем несколько человек, которые там, это военная полиция или представители Росгвардии. И вот они совместно проводят рейды. Ловят в подъездах, в магазинах. Я просто почему удивлен, потому что там, я уже считал, что они выгребли все. Судя по тому, что были в конце лета были даже скандалы, когда женщины приходили там, детей, там, ну, учеников ПТУ они пытались призвать, которым там меньше 18 лет отмобилизовать. И там женщины приходили и пытались их отбить у представителей военкоматов. Вот. То сейчас для меня было удивление, что они решили опять проводить рейды. Видно, поняли, что еще не все выгребли. И видите, только за одно 6 января в Горловке Донецкой области они отловили аж 30 человек. При этом 4 из этих 30 имеют разные степени инвалидности. Ну, всех под одну гребенку. После двух дней так называемых учений на Восточном полигоне их отправили в одну из воинских частей оккупационных войск Российской Федерации. Ну, вы знаете, что воинские части, которые были сформированы на территории части Донецкой и Луганской области, которые оккупирует Россия с 2014 года, создавались первый и второй армейские корпуса. Они там их как они их только не называли, и корпус народной милиции, и корпусы ополченцев. В результате Россия сейчас официально признала, что это два армейских корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Ну, о чем наша разведка говорила еще с 2014 года. И мы как бы это знали, но теперь это уже официально. Так вот, 2 дня обучения, в том числе инвалидов, и они уже в войсках, где-то на Донецком направлении. Враг продолжает нести потери. Так, за первую неделю 2023 года в больницу в Новотроицком Херсонской области привезли около 120 оккупантов. Воздушные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 18 авиационных ударов по районам, где сосредоточен личный состав, вооружение и военная техника противника. А также 3 раза по позициям его зенитно-ракетных систем. Украинские воздушные силы сбили 2 вражеских разведывательных беспилотника типа «Орлан». Наши ракетные войска и артиллерия поразили 1 командный пункт за прошедшие сутки, 5 районов сосредоточения войск противника и военной техники и 2 позиции российских зенитно-ракетных систем. Ситуация в Черном море изменилась. За прошедшие сутки добавился 1 корабль. То есть сейчас в акватории Черного моря находится 2 военных корабля из Российской Федерации. И 2 корабля продолжают находиться в акватории Азовского моря. Они выполняют боевые задачи по патрулированию. Все 4 корабля не являются носителями ракет «Калибр». То есть на данный момент, на момент написания этого видео, в акватории Азовского Черного моря нет ни одного носителя ракеты «Калибр». Вот такая вот военная ситуация на сегодняшний день за прошедшие сутки в Украине. Далее, на этом военную обстановку мы закончим. И по военно-политической обстановке немножко пройдемся. И первая новость касательно, она, наверное, касается не только Украины, всего мира. Это новость из Китая.
Вы знаете, что в Китае, по заявлениям властей Китая, бушует пандемия COVID-19. Вроде бы как там вирус немножко мутировал, и теперь там не COVID SARS-2, а COVID Омикрон. Такой вирус, слышали такое название. Так вот, они пытались закрыть там очень большое количество людей на жесткий карантин, полиция отлавливала заболевших и так далее. В результате были стычки с полицией, потому что люди теряют работу, людям не за что существовать, а сидеть 2 недели в карантине не очень-то многие и хотят. Так вот, протесты достигли такого пика, и, видимо, Китай переоценил саму ситуацию с этим ковидом. Почему я говорю, что мы точно не знаем, Китай очень закрытая страна, насколько там она пагубная, эта ситуация на сегодняшний день. Так вот, позавчера Китай отменил все карантинные мероприятия. Все абсолютно ограничения сняты. Не нужны уже никакие ковидные справки, никакие ковидные паспорта, ничего. Китай открыл свои границы. Всех выпустили из карантина. Кто болен, тот в больницу. Кто здоров или сидел в карантине, тот, пожалуйста, иди домой. Причем самое интересное, что во многих аэропортах мира образовались гигантские просто очереди туристов, которые ожидали открытия страны Китай. То есть туристы ломанули туда просто волной, потому что Китай открылся. Теперь Китай живет обычной жизнью, и про ковид я так думаю, что они поступят, наверное, так же, как это сделала, кстати, Европа и Израиль. Израиль первый это сделал. Потом это сделала Европа, сейчас это сделал Китай. Кстати, Соединенные Штаты тоже сняли там целый ряд ограничений по ковиду. Ковид теперь считается просто перешел в разряд острого респираторного заболевания. Во многих странах составлен протокол его лечения, он внесен в общую базу данных, и это не является теперь какой-то смертельной или опасной болезнью. Кроме Украины, кстати. Мы почему-то продлили карантинные мероприятия аж до 30 апреля. Да, есть всплеск заболеваемости, но это, скорее всего, сезонная заболеваемость. Так же, как и грипп, который нас косит каждые 2 раза в год, в зависимости от времен года. Вот такая вот ситуация. Как это повлияет на общую ситуацию в мире, особенно с вот этим ковидом? Посмотрим. Китайцы же тоже сейчас получили право выезжать из страны, поэтому они сейчас поедут по всему миру, как и туристические поездки, так и в деловые поездки, так и в миграционные поездки. Следующая новость пришла из России. Россия, то, что я говорил, что они не могут на сегодняшний день открыто сказать, что закрываем границы, начинаем 2-ю волну мобилизации и вводим военное положение. Эти 3 постулата Путин откладывает. По некоторым данным сказали, что он откладывает это на 15 января, во всяком случае, объявление о закрытии границ и объявление 2-й волны мобилизации в объеме 500 тысяч человек. А якобы военное положение он планирует на начало февраля сделать 2 крупных заявления. Это обращение к Федеральному собранию ежегодное и обращение к нации. Причем планируется, что оба обращения будут в один день. И вот там планируется, что он объявит о введении военного положения. Может быть, это планируется. Посмотрим, как они... Но, тем не менее, они по разным причинам, в том числе и по социологии, которая показывает, что не готово, видимо, российское общество к таким радикальным изменениям в своей судьбе, они не объявляют это, но с 5 января повестки пошли полным ходом, то есть на 500 000 человек, военкоматы разносят повестки, и с понедельника, это вчера, с 9 числа, эти мобилизованные должны были прибыть в военкомат по повесткам, которые разносили 5 числа. То есть мобилизация идет полным ходом, волна стартовала. Неофициально, втихую, но она стартовала. Границу закрыли. Но опять же втихую. Во-первых, те, кто имеет, есть категория невыездных, кто имеет хоть какой-то долг в России, там нельзя выезжать, вас не выпустят. Россиян не выпускает.
А сейчас еще таможенная пограничная служба начали искать малейшие зацепки, любое там какое-то несоответствие или нарушение, сразу же ставится штамп «отказ». Отказ в пересечении государственной границы. И всех мужчин призывного возраста, большинство, заворачивают обратно. То есть граница потихонечку, занавес опускается, и она начинает закрываться. Пока что по таким неформальным, скажем так, неофициальным поводам, которые находит таможенная и пограничная служба. Так что, кто еще хочет уехать, пока есть щели, но имейте в виду, что граница закрывается. Постепенно закрывается. Так что вот такая вот ситуация. Полный запрет на пересечение призывникам, мужчинам призывного возраста границы ожидается, что будет объявлен либо вместе со второй волной мобилизации, которая планируется объявление на 15 января, либо в момент обращения к нации или к федеральному собранию, которое планируется на начало февраля. Теперь новость касательно из Европы, касательно Украины. Чехия передаст Украине новую партию танков Т-72 и эвакуационную машину Трева-30. Эта партия, эти Т-72, они модернизированы. То, что мы с вами говорили, что там они модернизированы под натовские стандарты в плане средств связи, в плане системы управления огнем и так далее. Партия готова, танки готовы. Я так понимаю, что они где-то, а может уже в Украине, трудно сказать. Но тем не менее. Лично премьер-министр Чехии Петера Фиалы приехал, будем так говорить, помахать рукой эшелону с танками, который отправился в Украину из Чехии. И он даже оставил автограф, он написал на эжекторе одного из танков, он написал на танке Т-72, который поедет, я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором, написал премьер-министр на стволе танка Т-72. Американская компания из Соединенных Штатов тоже. Это, кстати, к вопросу о том, что военно-промышленный комплекс стран развернут. Все, не прошло и 10 месяцев войны, как они запустили, точнее. Отстают, конечно, как всегда, те, кто больше всего надеялся на договорняк, очевидно, с Российской Федерацией. Отстает Германия очень сильно, потому что там до сих пор идет бадание между канцлером Германии Олафом Шольцем и промышленниками, немецкими промышленниками, которые хотят начать производство вооружения, в том числе и для Украины, или взамен того, которое для Бундесвера, если Бундесвер начнет поставлять нам из своих запасов. Там идет до сих пор бадание. У чехов, вы видите, премьер-министр провожает, это же ВПК танки отремонтировала, модернизировала. В Соединенных Штатах заводы тоже запущены. И вот очередная американская компания получила от Пентагона контракт на поставку ракетных систем «Вампир» для Украины. Стоимость контракта составляет $40 миллионов. Harris L3, Harris Technologies называется компания. Контракт предусматривает поставку в Украину 14 систем «Вампир». Причем 4 системы будут поставлены к середине 2023 года, а еще 10 систем до конца 2023 года. Здесь уже эта система «Вампир» для борьбы, это ближнего радиуса действия, тактическая система для борьбы с беспилотниками и низколетящими малоскоростными целями, воздушными целями. То есть вертолеты, штурмовики и беспилотники. Вот такой этот комплекс. Он переносной, точнее передвижной. Можно устанавливать на пикапы, можно просто устанавливать на земле, на треноге. Пусковая, 4 ракеты у нее и система обнаружения и наведения. Работает в автоматическом или в полуавтоматическом режиме. Так что ожидаем. Это уже, видите, поставки уже на весь 2023 год. Я так думаю, что это уже в рамках перевооружения нашей армии. И, естественно, те первые комплексы, которые попадут на нашу территорию или в руки наших военных, они сразу же окажутся на линии фронта или на объектах, которые необходимо защищать от тех же дронов «Шахедов».
Далее Швеция. Ну, вот тут, наверное, надо сказать аллилуйя, потому что это третье сообщение за 10 месяцев о том, что Швеция готова наконец-то передать нам самоходные артиллерийские установки Арчер. Неоднократно мы их обсуждали, уже знаем, наверное, наизусть знаете все их ТТХ, что это самая новейшая разработка среди артиллерийских систем в мире на сегодняшний день. Она фактически представляет собой гаубицу-автомат, которая работает при минимальном участии человека. Это практически артиллерийский робот, я бы даже так ее назвал. На базе карьерного грузовика шведского, карьерного самосвала, шведы поставили артиллерийскую часть, которая снаряжается боеприпасами и зарядами. Экипаж 2 человека, они находятся в кабине, это командир и водитель, но управление гаубицей осуществляется из кабины. То есть экипаж не выходит из гаубицы, из кабины, точнее, гаубицы, тягача. Все остальное производится в автоматическом режиме, в том числе расчет данных для стрельбы, в том числе и само ведение огня. Командир орудия только указывает количество боеприпасов, координаты цели, количество боеприпасов и темп стрельбы. Все остальное делает гаубица, автоматика делает самостоятельно. Кстати, шведы даже проводили летом учения по развертыванию батареи с марша, 4-орудийная батарея, они ее развертывали прямо на автобане. Останавливали движение и отрабатывали вопросы развертывания, нанесения удара по неплановой цели. Так вот, всего таких гаубиц в Швеции 12. И что вселяет надежду, то что заявление о том, что Швеция готова половину отдать Украине, 24 гаубицы всего, 24. Швеция готова отдать половину, то есть 12 гаубиц Украине, сделал министр иностранных дел Швеции. Но это уже официальное лицо, поэтому будем надеяться, что в ближайшее время у нас появится еще дивизион, 4-орудийная батарея 4-орудийного состава, ну, практически дивизион гаубиц Арчер. Очень хорошая система в плане ведения контрбатарейной борьбы, потому что полностью автоматическая. Далее. Начинаются перетрубации. Ну, я так понимаю, что мышиная возня вокруг власти в России начинает набирать обороты. И военный блок, скорее всего, решил усилиться. Мы знаем, какой критике подвергаются военные начальники, особенно со стороны вот этого триумвирата Пригожин, Кадыров, Суровикин. Правда, Суровикин там старается не отсвечивать, потому что он вроде как тоже генерал. Вот. Но он как бы полевой генерал, он здесь командует операцией в Украине, но не паркетный во всяком случае. Так вот, а на паркете в генеральном штабе происходит ротация кадров. Помните генерала Лапина, который командовал Донецким направлением? Из успехов у него было это взятие Северодонецка, Лисичанска, взятие Лимана, но потом была потеря Лимана. И после того, как мы освободили Лиман, Лапин был сильно раскритикован, его там бездарью обозвали. Кстати, эти же ребята, Пригожин с Кадыровым. И он был, ну, будем так говорить, с треском уволен, с позором уволен, снят с этой должности. Вроде бы как командующего центральной группой армии. Вроде как он писал рапорт на увольнение, и потом о нем все как-то так подзабыли. Он ушел в отпуск на лечение. А тут раз и Лапин становится командующим сухопутными войсками Российской Федерации. Я вам скажу, что командующий сухопутных войск это не последняя фигура, это практически он и может иметь статус одного из заместителей министра обороны. Командующий видами вооруженных сил имеет такой статус. Но я думаю, что это сделано Шойгу и Герасимов предпринимают шаги по набору своей команды. То есть своих сторонников они притягивают к себе. Арбатский округ, так я называю
Генеральный штаб, ну это не я, это в Советском Союзе его еще так называли, Генеральный штаб тогда Вооруженных сил СССР, а сейчас московский, так он, точнее России, так он и остался, потому что он находится на Арбате. Вот. Так вот, Арбатский округ начинает, видимо, занимать круговую оборону, усиливается кадрами и будет бороться за свое выживание. Так что вот такая вот меняющаяся ситуация. И опять Россия и Китай. То, что нас очень волнует, отношения России и Китая, так вот стало известно, помните, мы с вами гадали, ломали голову, так согласовывал Путин с Китаем военную агрессию против Украины или не согласовывал. И конечного ответа мы не получили. Да, Путин был на открытии Олимпиады, да, он там сидел в ложе гостей, один сиротинушка, прикрывшись пледом, вот, чтобы не замерзнуть. А Си Цзиньпин сидел в своей правительственной ложе в окружении всей своей свиты, не обращая внимания на Путина. Так вот, сейчас стало точно известно, в результате реакции Министерства иностранных дел Китая, так вот, что Китай не был в курсе о том, что Россия собирается напасть, вторгнуться в Украину, такое масштабное вторжение в Украину. Они сопоставили все факты, и понижен на 2 ранга, понижен в должности заместитель главы МИДа Китая за то, что прощелкал вот этот момент, не смог спрогнозировать российское вторжение в Украину. То есть вторжение Путина в Украину для Китая тоже стало неожиданностью. И сейчас, я так понимаю, что в Китае, раз они провели такое тщательное расследование, пришли к таким выводам, наказывают виновных. Китай, кстати, очень любит наказания, никогда своих они очень, очень четко наказывают, вплоть до расстрелов. У них смертная казнь, расстрел. Так вот, эксперты приходят к выводу, что Китай начал понимать, что Россия более всего не сможет одолеть Украину, и она выйдет из конфликта второстепенной и ослабленной державой. Это та цель, которую ставит перед собой коллективный Запад, что Россия должна стать державой второго уровня, второго ранга, но не первого, никак. И не супердержавой тем более. То есть Россию понижают как минимум на 2 уровня в плане политической иерархии мировой. Если это Китай начал понимать, это очень хорошо. Значит, помощь от Китая будет сводиться к минимуму. Потому что Китай не захочет мараться. Китай всегда рядом с победителями. А когда он видит побежденного, то он забирает то, что его интересует у этого побежденного. О чем мы тоже неоднократно говорили. Вы знаете, что с 1 января текущего года в Евросоюзе председательствует Швеция. У них каждая страна, член, имеет 6 месяцев на главенствование в Европейском Союзе. Каждые полгода они меняют как бы лидера. Такой переходящий приз или пальма первенства. Так вот, с 1 января Швеция официально стала главенствующей в Европейском Союзе. И Швеция официально подтвердила, что саммит Украина-ЕС будет проходить в Киеве 3 февраля. Долго ждали, потому что между анонсом, когда об этом заявил наш президент Зеленский, и вот только вчера Швеция официально подтвердила, что да, саммит состоится, да, 3 февраля, и да, он будет в Киеве. Следующее. В Российской Федерации, точнее на России, началась очередная волна самоубийств этих конструкторов и разработчиков и производителей видов вооружения. Мы помним, что в начале войны, точнее в начале лета была целая серия пожаров, сгорел институт, который разрабатывал калибры, потом начали гибнуть там руководители этих институтов, кто-то застрелился, кто-то скоропостижно скончался. Так вот, на Российской Федерации умер разработчик ракет «Калибр». Так что
Он был научным руководителем концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», которая разрабатывала крылатую ракету «Калибр». И он такой не единственный, там еще есть целая серия. Ну, я думаю, что это больше связано, наверное, с коррупционной составляющей, не с военной составляющей. Почему? Потому что все вот эти разработчики, генеральные конструкторы, через них прокручивались все деньги, которые выделялись на разработку этих видов вооружений. Война показала положительные и отрицательные стороны. Но сейчас, когда в России премьер-министр Российской Федерации пытается мобилизовать доходы даже частного сектора, уже не говоря о государственном секторе бизнеса в России, экономики, точнее, в Российской Федерации, это говорит о том, что денег катастрофически начинает не хватать. И поэтому, чтобы не всплыли вот эти, видимо, хищения, миллиардные хищения на военных разработках, вот эти люди, которые непосредственно знают, кому, чего и сколько делили из ассигнований, государственных ассигнований на разработку вооружений, они вдруг начали так скоропостижно кончаться. Как главный разработчик ракет «Калибр». И я думаю, что эта серия продолжится. Мы летом говорили, что когда они начали там погибать неожиданно, говорили, что серия это продолжится. Вот был небольшой перерыв, сейчас опять за неделю 4 руководителя КБ и ведущих конструктора вооружения Российской Федерации скоропостижно скончались. Разные причины смерти, но тем не менее. Вот вы задавали вопрос, и сразу же я, наверное, тут же в оперативной обстановке эта новость и будет ответом на него. Почему против Беларуси не вводятся санкции? Я хотел ответить, что там уже негде вводить санкции. Беларусь вся под санкциями. Все, что можно было в Беларуси, все уже введено на сегодняшний день. Списки исчисляются сотнями человек из числа руководителей, чиновников и политиков Белоруссии на Западе введены санкции. Так вот, нашла все равно, Европейский Союз все равно нашел и введет новые санкции против Белоруссии и Ирана. Ну, кстати, то, что против Ирана, наконец-то. Почему? Вы же знаете, да, что Иран помогает России, передавая дроны, и сейчас решается вопрос, будут, не будут передавать баллистические ракеты. Так вот, Урсула фон дер Ляйен заявила, что мы будем продолжать давить на Кремль с санкционным режимом так долго, сколько понадобится. Но расширим эти санкции для тех, кто в военном плане поддерживает российскую войну, таких как Беларусь и Иран, заявила президент Европейской комиссии. Так что вот такие вот военно-политические новости на сегодняшний день в Украине и вокруг нашей страны. На этом мы, наверное, первую часть закончим, военно-политическую. Я по традиции сделаю перерыв. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну, и через некоторое время мы с вами продолжим. И продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответы на ваши вопросы, которые вы прислали. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующее. У меня есть вопрос. Американские военные артиллеристы должны чистить пороховую камеру металлической щеткой после каждого выстрела. Но я видел несколько видео украинских солдат, стреляющих как из советских, так и из западных гаубиц без какой-либо очистки между выстрелами. Тлеющие остатки, накапливающиеся вокруг камеры, так почему бы не чистить их сразу, чтобы избежать проблем? Еще вот такой вот вопрос. Смотрите, чистка к чему вопрос? Вопрос к тому, что Запад перешел на безгильзовое заряжание.
Сегодня западные образцы не применяют гильз ни железных, ни латунных, как это делаем мы. Как это сегодня представлено, выстрел состоит из снаряда и гильзы. И гильза, как правило, латунная или стальная для артиллерийских систем. Называется раздельное гильзовое заряжание. Так вот, Запад давно перешел на безгильзовое заряжание. Есть фланец металлический, у которого есть она не картонная, она такого плотная бумаги типа ДВП, небольшая неглубокая гильза с основным зарядом для стрельбы, допустим, системы М3 семерки, да, и потом идут такие как таблеточки, беленькие, круглые, вы видите, солдаты их, артиллерия, обслуга их ложит на лоток и их досылает в ствол. Ставится этот флянец. В зависимости там от вида заряда этих таблеточек это пороха. Вот так аккуратно упакованные. И, соответственно, гильзы нет. Когда орудие делает выстрел, то вот этот флянец, он отлетает. Или там короткая вот эта гильза, она отлетает. Соответственно, в зарядной камере образуется нагар несгоревших веществ, не полностью выгоревших веществ от вот этой упаковки, от картонной части гильзы и упаковки вот этих пороховых зарядов. Так вот, чистка металлической щеткой предусматривается при стрельбе в мирное время. В военное время обслуживание и чистка зарядной камеры осуществляется после выполнения огневых задач. То есть бой закончился, соответственно, тогда производится чистка и обслуживание орудия, что положено делать по регламенту. Во время боевой обстановки, когда необходимо соблюдать темп ведения огня, никто никакой чистки не производит. Единственное, что номер расчета заряжающий, который осуществляет заряжание, он после каждого выстрела наклоняется и смотрит, и у него в обязанности заглянуть в ствол, потому что затвор открыт, и он докладывает командиру орудия: ствол чистый, откат нормальный. То есть противооткатные устройства работают, и там есть ограничитель, когда они превышают откат норму, это значит, что надо противооткатное устройство срочно проверять, чтобы не было трагедии, пушку не сорвало ствол. Вот. Ну и он заглядывает, что в стволе ничего видимых предметов, там, препятствий не осталось. Вот. И он чистый, можно заряжать дальше снаряд. Поэтому нет, никто в боевой обстановке, никто не ждет там, и не чистит металлической щеткой зарядную камеру. Ее чистят после боя, когда есть на это время и возможности. Следующий вопрос. А боевая машина Брэдли может пересекать речки в подводном режиме или на плаву? Сможет он пересечь что-то типа Днепра? Нет. К сожалению, до, наверное, предпоследней модификации Брэдли имела возможность, она была плавающей. Боевая машина пехоты плавающая, но где-то с 2000-х годов, когда, даже позже, наверное, когда прошли некоторые модернизации, ее огневая мощь была увеличена, соответственно, машина потеряла способность к плаву. Она сегодня может преодолевать брод, по-моему, 1,5 или 1,7 метра, но только брод. Плавать она не может. Естественно, она не предназначена для хождения по дну реки. Вот как, допустим, для танка подводное вождение у нее тоже конструктивно не предусмотрено. То есть нет стопроцентной герметизации корпуса машины. У танка есть, у Брэдли нету. Возможен ли сценарий, что Рашка готовит 200-тысячную группировку за Уралом для нападения на Казахстан? Спрашиваю, потому что заметил, что российская пропаганда начала критиковать Казахстан за русофобию. Сам считаю, что бред нападать на Казахстан, потому что два фронта похоронят Рашку.
Ну, вы знаете, как говорят, что в вопросе, как правило, содержится сам ответ. Вы ответили. А я еще добавлю к вашему предположению. Не только войну на два фронта еще никто в военной истории не выиграл. То есть это очень проблематично вести войну на два фронта. Но еще я и напомню, что Китай очень четко и ясно дал на вот последних саммитах, которые проводились, в том числе с участием России, с участием Путина, когда он встречался с Си Цзиньпинем, вот, с китайским лидером, было четко и ясно миру представлено, что Казахстан – это интересы Китая. И, кстати, сам президент Казахстана Токаев дал понять, что они все-таки будут ориентироваться на на Китай, а не на Российскую Федерацию. Поэтому нет, я не думаю, что Россия... Я и вообще не уверен, что Россия там готовит 2000-ю группировку. Почему? Потому что я думаю, что те 300 тысяч, которые они сейчас набрали, они все на европейской части. Половина из них уже в Украине, а вторая половина вот сейчас активно стягивается в Украину. Вот. Так что на России там за Уралом вряд ли там что-то есть. Может быть, они сейчас формируют уже вторую волну, они будут формировать там где-то за Уралом, где-нибудь в тотских лагерях Оренбургской области, там огромные полигоны, там можно... Когда-то целые части воинские выводили и селили в чистом поле, селили вместе с семьями, с техникой в чистом поле, когда выводили западную группу войск. Это бывшая группа советских войск Германии, потому что некуда было выводить, а городки не построить, деньги пропали, Горбачев забрал всю сумму денег. В лице Горбачева Советский Союз, Коль дал 64 миллиарда марок, Дойчмарок, было передано Германии на организацию вывода. Вот. А когда сроки стали поджимать, к 1994 году пообещали вывести, то тогда, а выводить некуда, вот тогда в поля и выставляли целые воинские части с техникой, вооружением, с личным составом и семьями. Селили их в палаточных городках. Вот поэтому там, может быть, сейчас начнет формироваться вторая волна. Вот, может быть. Поэтому я не думаю, что Россия там готовит 2000-ю группировку. Хотя мечта забрать Северный Казахстан неоднократно звучала из уст российских пропагандистов, тем более, что Северный Казахстан очень русскоязычный, там же находится Байконур, там же находится звездный городок недалеко от Байконура. Вот, поэтому ядерный полигон в Северном Казахстане тоже находится. Поэтому я думаю, для России это, конечно, был бы лакомый кусочек. Но мне кажется, что вот в этом смысле выражение кишка тонка, она подходит, наверное, больше всего. Потому что рыпнуться против Китая для Российской Федерации это будет равнозначно самоубийству. Революционная ситуация в Российской Федерации, наверное, уже можно смеяться. Ситуация ситуацией, а для революции нужны революционеры, а их просто нет. И оппозиция либо по тюрьмам, либо в эмиграции. Вот такая вот ситуация. Я с вами не соглашусь. Это вот то, что мы говорили, что я сказал, что там назревает ситуация, да, мне там марксисты и ленинисты написали, что я ошибся, и слова Ленина приписал Марксу, что низы не хотят, а верхи не могут. Это революционная ситуация. Ну что ж, разницы нет. Ну пусть значит, дедушка Ленин, значит дедушка Ленин. Смысл вот в чем. Я хочу вас поправить, потому что не революционеры делают революцию. Нет. Вот тут я уже 100% уверен, готов как бы аргументировать свою позицию. А революция рождает героев. Революция рождает революционеров. А начинается все с банального. Русский бунт бессмысленный и беспощадный. Вот с этого все начинается. И потом появляются лидеры. И эти лидеры вырастают в революционеров. Потом, правда, революция, на каждом своем этапе революция казнит своих лидеров, выдвигая новых лидеров. Потому что каждый этап революции, он ставит перед собой какие-то определенные задачи, которые, допустим, на первом этапе захват власти, дальше формирование новой власти, они уже не совсем стыкуются друг с другом, потому что те, кто захватывал власть, они уже не годятся для этапа формирования новой власти.
Посмотрите историю Октябрьской революции, вы все поймете. Сколько их было: буржуазная революция, там, Октябрьская революция, Февральская революция, Временное правительство и так далее и тому подобное. Вот поэтому наоборот, все начинается с бунта, бессмысленного, беспощадного. И отсюда выходят лидеры. И эти лидеры становятся революционерами. И дальше они ведут народ. А потом народ по мере продвижения этих лидеров меняет. Или посмотрите историю французской революции. То же самое. Прошу прощения, но мне кажется, что с этими учениями в Белоруссии мы находимся на пороге великого шухера, как в феврале прошлого года. Нет, не совсем. Почему? Потому что, во-первых, нет сухопутной группировки, даже той, которая была. Я напомню, что в Украину входило до 45 тысяч российских военных 24 февраля прошлого года, 22 года. Это раз. Такой группировки нет. 10 тысяч ничего не сделает. А еще 10 тысяч разбросанных по всей Белоруссии тоже ничего не сделает. Учение начинается 16-го, через 6 дней, в понедельник. За 6 дней Россия, поверьте, 45 тысяч, это 4-5 дивизий, вряд ли они соберут, вряд ли они перебросят с техникой и вооружением. Это нереально на сегодняшний день. Вот. Поэтому сухопутного вторжения уже вероятность очень низкая, я не исключаю, конечно, но вероятность очень низкая сухопутного вторжения. И учения носят летно-тактический характер. Это значит, что будет в основном работать тактическая авиация. Это истребители-бомбардировщики, может быть фронтовые бомбардировщики, хотя как только мы закрыли небо для российской авиации, с начала мая, конец апреля, начало мая, в Белоруссии даже фронтовых бомбардировщиков российских не было. Только были истребители, и несколько раз прилетали Ту-22М3, и то без посадки они заходили в воздушное пространство Беларуси и наносили ракетные удары из этого воздушного пространства по территории Украины. Так что нет, я не думаю, что это мы на грани грандиозного шухера, как говорят в Одессе. Нет, это первый. И второй момент, самый главный момент. Для российской авиации наше небо закрыто. Они не смогут летать в нашем. Как только они пересекут воздушное пространство, они тут же будут сбиты. Вот что-что, но для российской авиации мы свое небо закрыли. Осталось только еще поднатореть немножко в закрытии неба для российских ракет. Доброго вечора. Можливо, це питання вже обговорювалось, але скажіть, будь ласка, чому Болгарія, маючи так багато радянського озброєння та боєприпасів, виділяє найменше з усіх країн військової допомоги? Чи не політика, не розголошення, чи то симпатії до Болотної Федерації? Дякую, скоріше нам всім перемоги. В принципе, первый и второй моменты, которые вы озвучили, то есть политика неразглашения, она сейчас действует. А симпатии к Российской Федерации, к Болотной Федерации, да, действительно. Сейчас в Болгарии прошли выборы осенью прошлого года, и там сменилось правительство. И Болгария начала принимать участие в поставках вооружения в Украину только лишь где-то в конце осени прошлого года, даже в начале зимы, где-то ближе к декабрю, Болгария начались разговоры о том, что они нам что-то поставят, они нам что-то отремонтируют. Там есть договоренность, они даже будут для нас что-то ремонтировать на своих предприятиях. А до этого там действительно политики Болгарии были пророссийские. Кстати, писали жители, сами болгары писали и в приветствиях писали, что, к сожалению, наше правительство смотрит на Москву, а не на Киев. Сейчас ситуация поменялась, но при этом, опять же, болгарское руководство, болгарское правительство просит соблюдать режим неразглашения.
Поэтому раньше это были симпатии, теперь это был режим несоглашения. Но буквально 2 месяца назад Болгария включилась в число стран, которые активно помогают Украине в плане поставок вооружения и в плане ремонта и обслуживания вооружения, которое мы используем. Посмотрим, как будет дальше. Может быть, дойдет до того, что Болгария начнет делиться с нами еще и теми запасами советских образцов вооружения, которые у них есть. Сегодня англичане анонсировали передачу вооруженным силам Украины своего танка Challenger 2. Расскажите, пожалуйста, про плюсы и минусы этого танка. В чем его техническая прелесть? В статье РИА Новости от 2019 года этот танк раскритиковали по сравнению с российскими современными танками. Хотя мы помним, что тех танков типа Т-14 Армата или Т-72Б3 на поле боя сейчас нет. Т-14 Армата ее вообще нигде нет, кроме парадного расчета. И то с парада ее уже сняли в Российской Федерации. Говорят, что больше не будет появляться на параде Армата. А закрыт этот проект, полностью закрыт. Так что он в серию не пошел. А Т-72Б3, да, вы абсолютно правы. У ЧВКшников, у вагнеровцев есть еще Т-90. Видно с экспортных поставок, которые не состоялись или не успели отправить партии, вагнеровцы отхватили себе. Представьте, какое влияние Вагнера в России, что они могли забрать экспортные партии танков, не отправленные согласно договора. А вооруженные силы Российской Федерации при этом сосут палец и садятся на Т-72А советского образца или на Т-80 тоже советского образца. Так вот, скажу так, что Challenger 2, да, он не отличается. Он, кстати, не входит даже в десятку лучших танков мира. Он довольно своеобразный танк. Дело в том, что Великобритания это островное государство. И Великобритания не особо, у них там этих челленджеров очень и очень мало. У него нарезная пушка. Они его, я так понимаю, с точки зрения военной, что они его даже в основном делали именно с нарезной пушкой, в основном для поддержки. Что этот танк может выполнять две задачи. Как ведение огня с закрытой огневой позиции, то есть как роль артиллерии, так и поддержку, допустим, пехоты в бою. Основной упор Великобритания всегда в своем развитии делала на флот, потому как она морская держава и всегда ей была. И когда-то даже господствовала на море. Флот, потом авиация и потом идут силы специальных операций, в которые входят десантные войска, в которые входит легкая пехота. Поэтому танкостроение Великобритании оно далеко от совершенства. Я не уверен, что Challenger на сегодняшний день можно сравнивать. Все равно, даже при всех своих недостатках, в линейке западных машин, Challenger, я скажу так, что Challenger, пасет задних. Где-то так. Во второй половине, будем так говорить, общего списка из числа западных стран, которые имеют собственные танки. Но по сравнению с российскими танками, я бы поставил Challenger на голову выше. Только потому, что технологии его производства, они более современные, они соответствуют западным стандартам, они с применением более совершенных методов производства и ведения огня. А не, допустим, модернизация. Чем гордится Россия? Т-72Б3 с французским прицелом? Так, извините, это французский прицел, это же не российский прицел. И причем, кстати, он там конструктивно еле-еле влазит, и даже наши танкисты, которые на трофейных Т-72Б3, они жалуются, говорят, что очень, очень неудобно смотреть в этот прицел и работать с этим прицелом, потому что он туда всунут, просто запихан. Его впихнули как невпихуемое. А почему? Потому что он конструктивно делался не под эту машину, не под этот танк. Поэтому я бы не сравнивал, это раз. А Challenger, в принципе, еще раз повторюсь, Британия не сухопутная держава. И они не придают такого значения этим танковым частям. Так что Challenger, будем так говорить, не самый плохой, но и не самый лучший танк среди западных образцов.
Использование колесной техники в Украине зимой, весной в распутицу нерентабельно, и немцы после войны считали, что одна из главных ошибок и причин проигрыша в войне – это отказ от полного перевода техники на гусеничный ход. Никакой подвижности колесная техника не даст в распутицу и дожди, а даст только проблемы в течение длительного времени. Смотрите, скажу так, не совсем соглашусь с вами. Я скажу так, что распутица, она распутица для всех видов техники. Вы знаете, как у нас сейчас, вот когда был в декабре оттепель была и шли дожди, мокрый снег, то даже наши танки Т-64 передвигались вдоль линии фронта цугом. То есть по одному не ходили, потому что один танк пройти не может. Дело не в этом. Танк, кстати, гусеничная техника садится на брюхо еще быстрее колесной. И если у колесной колесная даже может быть в некоторых моментах, может они в равном паритете. Потому что если ехать прямо и никуда не сворачивать, то и на ровных оборотах не дергать машину, то тогда танк, да, он практически, у него удельное давление меньше, чем у человека, и он спокойно идет даже по легкой болотистой местности, или по распутице, по большой, по раскисшему грунту, вот так скажем. Вот. Но если танк начинает поворачивать, или механик переключается, и он начинает клевать носом, то, соответственно, вырывается ямка. Кстати, я напомню, есть такое видео на полигоне в Мулино, в Москве, там вот где биатлон они проводят, танковый. Там есть такая, все смеялись над этим видео, там есть Т-90 идет по танковому маршруту, и в результате он не может выехать из лужи и преодолеть. Вот ямку вырыли танки, такую, как они обычно на танковом маршруте, у них яма, бугор, яма, бугор. Так вот он в яму заехал, там лужа, да, и он не может подняться на этот бугорок высотой всего там 1,5-2 метра, чтобы дальше двигаться. Почему? Потому что он буксует. У него маленькое давление, удельное давление гусениц на грунт, а грунт скользкий, там суглинок какой-то был на видео. И танк не может выбраться. Вот вам главный же вопрос распутицы, главный вопрос состояния грунта. Поэтому, но, допустим, колесная техника имеет даже преимущество. Колесная техника, бронетранспортер за счет системы автоматической подкачки или системы автоматического контроля давления в шинах, так она называется, может сбросить давление, и колеса станут шире, и он проедет. За счет еще рисунка протектора он проедет по раскисшему грунту. А танк не может гусеницу подкачать или спустить. Нет. Танк едет так, как он едет. И пока он едет ровно, он идет. Как только он начинает вилять или клевать, он начинает рыть себе ямку. И из этой ямки потом он вылезти не может. А если он сел на брюхо, то сдернуть его это катастрофа. Поэтому вопрос колесной и гусеничной техники – это очень спорный и очень дискуссионный вопрос. У кого больше преимуществ, у кого больше недостатков. Но скажу, что против природы матушки очень тяжело переть. Очень. И если пошел дождь и все раскисло, и ты по колено в грязи, то неважно, ты на танке или ты на бронетранспортере, но твои действия крайне ограничены из-за непроходимости местности. Подскажите, пожалуйста, мы можем уже говорить про формирование новой линии фронта по аналогам той, что была в 2014 году. Судя по аналитике западных экспертов, в том числе и генерала Милли, сейчас на фронте происходит Первая мировая, то есть окопная война. В целом мы сможем удержать эту линию, или линия Солидар-Бахмут все-таки подвинется, по вашему мнению. Я думаю, что у нас есть шансы удержать линию Солидар-Бахмут. Давайте начнем с конца отвечать. Но смысл не в этом. Смысл в том, что да, Россия пытается формировать, и они действительно, на этом этапе они нам навязали позиционную войну. Они навязали. Но не потому, что мы слабые, а потому, что нам оружие так дают. Это вот я бы возложил ответственность в этом случае сугубо на наших западных партнеров. Вот сколько они нам дали оружия, так
такие возможности показали наши вооруженные силы на поле боя. Да, сейчас более-менее стабилизировалась линия фронта, за исключением Донецкого направления и части Луганского направления. Вот. Где еще возможны подвижки в ту или иную сторону, я даже не берусь гадать, потому что ситуация в Солидаре и в Бахмуте, ну в Бахмуте еще там куда ни шло, а в Солидаре ситуация очень напряженная и на сегодняшний день, я бы даже сказал, непредсказуемая. Вот. Хотя шансы удержать эту линию есть. Но цели войны не будут достигнуты, вы понимаете? А никто не хочет перерыва. Никто уже не хочет ждать там 8, 5, 3 года или год, или полгода, когда Путин соберет новое войско и опять пойдет войной. Поймите, что пока не достигнуты цели войны, она не окончена. И любое перемирие или любая остановка военных действий – это всего лишь перерыв в этой войне. Поэтому Запад настроен более решительно, мы настроены более решительно. Так что вот это для России может стать иллюзией, и скорее всего станет иллюзией формирования линии фронта. И они сегодня настолько потеряли имидж, что у них уже даже нет шансов уговорить Запад на какие-либо переговоры с Украиной. То есть нас с вами. Да, там слухи опять пошли, что якобы Россия готовит переговорный процесс, чтобы застолбить свои достижения. Нет, Запад сегодня не готов столбить достижения России. Тем более Россия стала настолько недоговороспособной в результате политики Путина, лично Путина на международной арене, что Запад готов подтянуть пояса, дать нам больше оружия, но мы должны закончить эту войну. Должен произойти разгром, как вот я говорил несколько вопросов назад, что, точнее в оперативной обстановке, как я говорил, что Россия должна стать ослабленной и второстепенной державой. Так, как сделал вывод китайский МИД. Так что, что бы там Россия не формировала, я думаю, что на этом никто останавливаться не будет. Сейчас главный вопрос это накопить резерв. Мы его могли бы накопить раньше, но вопрос поставок вооружения. Поэтому вот в этих реалиях мы копим тот резерв, который необходим для проведения контрнаступательной операции. С Волновахи идет не электрифицированная железная дорога. В районе станции Камыш эта ветка делится по направлениям на Пологи и Мелитополь. Почему их не разобьют? С Гуляй-Поля туда где-то километров 50-60. Ну, что вам скажу. Очень тяжело ответить за генеральный штаб, не являясь его сотрудником на данный момент. Я думаю, что если бы была необходимость или была возможность этого разбомбить вот эту станцию Камыш, где происходит развилка железнодорожных путей, то, наверное, это было бы уже сделано. Раз это не делается, тут может быть несколько причин. Может быть, нету средств поражения, может нет возможности так подкатить Хаймарс к линии фронта, чтобы он достал по этой станции. Ну а второе, может быть, генеральный штаб не видит целесообразности. Может быть, в другом каком-то месте эта ветка перебита. Вот. Поэтому и российские войска могут ей особо и не пользоваться. Кстати, скорее всего и не пользуются, потому что на сегодняшний день мы наблюдаем очень много автомобильных колонн, которые заходят через Мариуполь, на Бердянск, на Мелитополь. Точнее, с Мариуполя там прямая дорога на Мелитополь, Бердянск это уже ответвление. Не железной дорогой, а именно колонны, автомобильные колонны. Это о чем говорит? Это говорит о том, значит, ветка железнодорожная не работает или работает не в полную силу. Так что, ну, в любом случае, вам большое спасибо за подсказку. Я думаю, если нас кто-то слушает из генерального штаба, может, они действительно бросят глаз на карту и примут решение, и тогда Хаймарс животворящий и туда придет с подарками. Ну что ж, на этом я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Вторую часть нашего видео мы будем заканчивать, ответы на вопросы. И у нас остается с вами третья часть, это
оглашения тех приветствий и комментариев, которые вы прислали. И первое приветствие сегодняшнего видео будет следующее. Как обычно, привет из Эстонии. Радуемся помощи друзей и сами, как можем, помогаем. Австралия только для организации Международного трибунала над преступлениями России в Украине выделила $1 миллион и 3 своих юриста. Всего Австралии было оказана военная и гуманитарная помощь Украине на более чем $500 миллионов. Ну, Австралия, я говорил, что очень удивительно, но очень приятно, что Австралия стала на нашу сторону. И с первого дня, вспомните, они помогали нам техникой, вооружением, гуманитарной помощью. Вот, очень и очень сильно. И видите, они готовы участвовать, они финансируют работу. Эти все деньги пойдут на обеспечение работоспособности вот этого трибунала. Кстати, я думаю, после заседания в Лондоне мы уже будем иметь состав трибунала, уже будем иметь смету, и юристы уже будут формировать иск против Российской Федерации. Не ту игру затеяла Российская Федерация. Со всем миром идти одному против ветра никто еще далеко не заходил. Белый крест на украинской технике – это православный крест демократии, справедливости против большевистского, бандитского фашизма, захватчиков, грабителей, мечтающих построить концлагерь народов. Ну да, это, кстати, этот крест, это православный крест. Некоторые даже говорят, что это прообраз Мальтийского ордена, которые боролись, кстати, за христианство и вот во имя Господа. Литва передала самоходные 120-мм минометы Тампелла на базе М113. По понятным причинам количество не назову. Спасибо за ваше видео. Слава Украине. Ну, это очень приятно слышать и осознавать, что есть подвижка, но они нужны. Очень нужны. И смотрите, у нас, даже если брать старые советские каноны по организационно-штатной структуре, так вот, в каждом батальоне была минометная батарея. Минометная батарея в механизированном батальоне. Минометная батарея минометов калибра 120 мм. То есть 6 минометов было на батальон. Если мы доведем это количество хотя бы до 6, вот особенно в самоходной бронированной базе, ну, я думаю, что это существенно повлияет на тактику действий нашей пехоты. Единственный способ убедить россиян, что они ошибаются и психологи не нужны, это как можно больше их отправлять на концерты, когда у каждой на концерты, имеется в виду, наверное, концерты Кобзона, когда у каждой 10-й семьи в России будет почитатель творчества Кобзона или калека в семье, только тогда у них появится понимание, что это катастрофа. Ну, я бы не апеллировал здесь цифрами, потому что, вы знаете, как бы состояние социума очень тяжело измеряется в цифрах. Статистика обычно считает постфактум. Поэтому сказать, где критическая барьер, где критическая точка, это 10 семей, каждая 10-я семья, каждая 5-я семья, каждая 20-я семья, имеющая калеку или погибшего на этой войне, даст толчок для переосознания ценности вещей. Или того состояния, в котором находится это общество. Но в любом случае, да, каждая жертва этой войны, она приближает российское общество к состоянию прозрения, к состоянию переоценки ценностей. Привет из Санкт-Петербурга. Смотрим вас всей семьей. Спасибо. Сейчас украинцы на своей земле уничтожают ОПГ, организованную преступную группу со свастикой Z. Мы, казахи, должны поддержать всем, чем можем, тех, кто сражается с Z.
ЗОВом. ЗВОМ. Вот такое приветствие из Казахстана. Кобзон в 23 году без устали дает концерты. Слава защитникам, героям, слава. Верю в победу Украины, хотя сама с России. Противно жить в этой пропитанной пропагандой стране. Спасибо вам за все. Украина, мое сердце с вами. Вот такой комментарий. Скорейшей победы Украине. Позор террористической и фашистской России. Привет из Новгорода. Спасибо. Низкий поклон всем нашим сыночкам, мужьям, отцам, которые выбаривают право на нашу жизнь. И пришло время уничтожить наших братков в кавычках, которые уже достали всех нас, украинцев, уже лет 400. Наше терпение лопнуло. Смерть врагам, слава моей любимой Украине. Вот такой комментарий. Ракеты вражки не заканчиваются. Боже, береги наш народ. Мордор своих не жалеет. А у нас за наших людей душа болит. Силы нашим защитникам, а одна надежда на них. Дякуємо за інформацію. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ми з Києва. До 2014 року жили у Донецьку. Україна – батьківщина. Уважаемый Олег, не называйте Министерство обороны России оборонным министерством. Это Министерство нападения и террора. Спасибо, Харьков. Ну, такая вот поправочка. Білоруси, дай то Бог, щоб ви ці танки та інше щоб всі ці танки та інше повернулося до вас, щоб ви почувалися, як ми зараз. З такими сусідами і ворогів не треба. Ніколи не пробачу ні вам, ні росіянам. Ну, вот такой вот крик отчаяния. Единственная победа Путина за всю его никчемную жизнь – это победа над здравым смыслом и народом России. Я не понимаю, почему это уже я ответил на это. Почему на Беларусь не накладывают санкции? Они принимают прямое участие в подготовке российской техники к войне. Вы знаете, я вам тут еще скажу так, что они не просто, они являются участниками этой войны. Косвенно или прямо они участники. Я думаю, что военно-политическое руководство Беларуси предстанет тоже перед международным трибуналом. Во всяком случае, я думаю, в позове в иске они будут тоже фигурировать. И в приговоре они будут тоже фигурировать. Лукашенко, его команда, его окружение там, и прочие. И прочие товарищи из белорусского руководства. Ну что ж, на этом мы сегодняшнее видео закончим. Спасибо вам большое за внимание, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Тогда оно будет распространяться как можно больше. Но большое спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает канал. В результате вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну, а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине!